Доброе утро, гильдия. Тайная война. Новый ивент, который будет, в отличие от архипелага Золотого Яблока, доступен также новичкам. Там, в принципе-то, нужно пройти полуночный герой. То есть в Манштате пару заданий выполнить, и вуаля, дополнительный фарм камней истока у вас в кармане. А с чем я вас, кстати, поздравляю. Ну, а те, кто уже и архипелаг отфармил, и все-таки не выкрутил своего любимого персонажа по типу Казуху или Кли, ребята, самое время, так как баннеры на этой неделе заканчиваются. Лишние камни истока никогда не бывают, поэтому я предлагаю начать. Заодно затестим, что там за бои. И это такой небольшой рекламный ход, чтобы побольше продать скина. Я понимаю разрабов. По сюжету, типа, это прошлое Дилюка. То есть вот этот скин, это то, что он носил до событий, которые происходят в данный момент. Что, кстати, забавно. Типа, был молодой пацан горячий, старость чуть-чуть потух. Ну да, я предлагаю начать. После небольшого задания у нас появляется ивент. Сразу посмотрим по наградам. Здесь плюшки мы получаем за сложность прохождения. То есть все боевые задания. Наконец-то. За сложность обычная мы получаем камни истока, что в основном всех и интересует на тяжелом уровне сложности книжки, ресурсы для прокачки, на экстремальном 20 тысяч мор и также книжечки. Сразу уточню, что пройдя на экстремальном, на экспертном уровне сложности, извиняюсь, мы сразу получим все. То есть не нужно проходить каждый отдельно. Просто если есть возможность, и у вас персонажи достаточно прокачанные, вы сможете пройти на экспертном, забрать все награды, и после прохождения на экспертной сложности у вас появится режим тупик. Это уже для максималочки, ну тут награда такая чисто повыпендриваться, если честно. Но мы обязательно затестим, посмотрим. У меня здесь среднячковый отряд на Азии, поэтому если я на экспертном легко пройду и смогу пройти тупик, то камни истока точно заберут все. Плюс это же манштатский ивент, так что, думаю, сложностей не должно возникнуть. Поэтому, думаю, погнали. Хотя, вот смотрите, вот реально, вот просто рекламный ход. Там целый ивент под скин. Кэп, я знаю, что ты доволен, что ты его купил. И игруля тоже. Так, что ж, начинаем. Тайная война, на-на-на-на-на. По вражине. Опа, тут сразу у нас руины. Так, остаточный эффект артерии земли. Урон взрыва стихии увеличивается на 50%. Применив взрыв стихии 6 раз, вы получите запечатленную мощь. Урон взрыва стихии персонажа увеличится на 75%. Тут, короче, еще и бусты. Ого-го. И все. Первый, походу, у нас порочная битва. И она у нас на персонажа, который по большей части использует ульту. То есть взрыв стихий. Если вам будет сложно проходить, учтите этот момент. Яростное правосудие. Ну да, наверное. Поехали, выбираем сложность. Сразу берем эксперт. Завершите испытание за 180 секунд. Примите взрыв стихии 6 раз. Победите сильных врагов 1. Let's go. Вражина! Сразу будем их мутузить, чтобы было все прям круто. Блин, и мне надо на Азии начинать хейт закачивать. А то, ну, это не серьезно. Я ему уже книжечку подзамутил. Чувак-то лютый. Еще и бонус анема урона при возвышении. Там прям пирабейба. Конечно. Минус. Второй минус. Том-том. В принципе, по времени, я думаю, мы все успеем. Единственное, там какой-то, типа, сильный босс должен появиться. Мне вот интересно, где он? Как вариант, можете зарядить с взрывы стихии заранее, ребят. Чтобы не тратить на это время. Запечатанная мощь получена. 6 взрывов активировано. И тут начинается битва. Побеждено сильных врагов. Мне надо еще вот этого, короче, снести. Прям сразу даже фон поменялся. Все горит.
ивент чисто Дилюку посвящен, так что неудивительно. Воу, куда я полетел? Тун-дун-дун. Тун-тун-тун-тун-тун. А ну спускайся. Есть. На экспертном уровне сложности я выполнил все заранее с первой же попытки, так что я предлагаю пойти на хардкор. Ну а потом еще камешки из стока забрать. Ну а иначе как без этого? Так. Угу. То есть вот здесь порочная битва, нажимаем на тупик, и вот он хардкор. И не забыть, надо сегодня еще второй этап записать. Угу. Тупик. Просто без вариантов. Нужно уже победить 2 сильных врагов. И X, и уже за 150, а не за 160 секунд. Ладненько, поехали. Да, все-таки ульту лучше заряжать до начала боя. И чем чаще ультуете, тем лучше. А ну, сливайтесь. Времени в обрез. Чкидяу. Ну, теперь понеслась. Ох ты ж, и вражина тут стала реально посерьезнее. Вы посмотрите. То есть, когда мы убиваем... используем 6 взрывов стихии, у нас появляется жирный босс. Раньше он, по-моему, даже не появлялся. И нужно успеть 2 таких похнуть. Интересненько, я успею? То есть на мелочь уже можно вообще внимания не обращать. Нам нужны жирненькие враги вот эти вот. А вот это опасно, я вам скажу. И я нифига не успеваю. Он меня еще и замесил, зараз. Ну да, с редичковым отрядом здесь уже будет сложновато. Второго я не успею, по-любому, потому что я еще первого даже не убил. Но я хоть попытался. На основе я вам отомщу. Деревяхи вы проклятущие. И сел завалили. 4, 3, 2, 1. Бенч. Да, хардкор, реально хардкор. То есть нам нужно активировать 6 раз взрыв стихии, появляются жиробасы, и их нужно мочить в первую очередь. По хардкору нужно замочить 2. Но я бы сильно не потел, если у вас не получается, так как смысла в этом нет, там награда просто руда. 4 штучки даже. 60 камней, оп, оп, оп. Ну-ка, на круточку мне хватит? Ага, фигушки. Сегодня вечером крутанул. Ну а с вами был, как всегда, Дед, ваш гид по игре Genshin Impact. Всем хорошего дня и до встречи на стриме. Стримы проходят в 4 дня по МСК на канале Трова. Ссылочка, как всегда, в описании. Всех обнял. Пока-пока.